Здорово, ребят, рад видеть вас у себя на канале, и сегодня будет разговорное видео, оно будет познавательное, для кого-то оно будет супер полезным, для кого-то оно будет супер неполезным. Опять же, не знаю, кому как оно пригодится, но я надеюсь, кому-то оно точно чем-то да поможет. Видео будет связано с тем, что произошло в игре за этот год. Направлено оно будет на тех, кто, соответственно, пропустил этот год в игре. Ну и также, может, кто-то для себя что-то подметит, кто уже весь этот год отыграл. Я расскажу про все новые фишки, про леги, которые выходили, про режимы, про то, как качать леги фри-то-плей игрокам, как качать леги тем, кто хоть чуть-чуть донатит. И, в принципе, постараюсь поднять все темы, которые произошли за этот год. Поэтому, перед началом, желаю всем приятного просмотра, кто кушает, приятного аппетита, маленькая пауза и будем начинать. До сих пор донатишь через игру? Фатальная ошибка. Я расскажу, как это делать правильно. На официальном сайте MyGames в разделе Rush Royale существует различное количество товаров, начиная от кристаллов, пропусков, заканчивая платиной. Для наглядности объясню, что такое платина. Вот она у меня есть на аккаунте. После того, как вы покупаете платину, любой товар в этой игре встает выбор купить за обычные деньги, либо за платину. Я закупаюсь, как правило, платиной, потому что это удобнее и всегда можно купить любое предложение, либо что-то другое, то или пропуск, или что-то так за платину. Это удобно. И бесплатным колокольчиком, который можно забирать раз в сутки. Обязательно этим пользуйтесь. Также есть лимитированная акция по колокольчикам. Это разовые покупки, которые можно забрать один раз. Для того, чтобы совершить покупку, вы выбираете любой товар. Например, это будет 1000 платины. Бонусом идет 10%. Нажимаете «Купить». Для того, чтобы поддержать меня и принять участие в розыгрыше, который проходит каждый месяц, нажимаете «Поддержать автора». Вводите мое кодовое слово «Але». Можете написать любое сообщение, которое придет мне на аккаунт. Я его увижу. После чего нажимаете сюда, выбираете платформу, с которой играете. У меня это iOS. Выбираете свой ID, нажимаете «Продолжить», после чего перекидывает вас на окно оплаты, где вы оплачиваете любым удобным для вас способом. Ну что ж, переходим, и сразу первое, что бросается в глаза, это новые режимы. Если мы перейдем в базу знаний, то мы увидим, что здесь еще есть волна смерти, здесь есть фантом. И фантом сейчас является основным режимом. Фантом пришел на замену волны смерти, потому что волна смерти разработчиков не устроила. Меня устраивал режим, который был до волны смерти, но, опять же, режим, который вот этот вот фантом, он, в принципе, интересный. В нем пока что имеются недоработки, но я думаю, в будущем они будут исправляться. Выглядит все прикольно. Когда у вас заканчивается волна, появляется на дорожке у вас и у противника фантом, и весь урон, который вы начинаете в него вносить, он конвертируется в дополнительное здоровье босса. И чем сильнее ты задамажил этого фантома, тем больше босс вышел у противника. Соответственно, игры короче, бои напряженнее, задумка хорошая, но, опять же, есть куда дорабатывать. Мне лично режим нравится. Когда его доработают, будет вообще топчик. Поэтому однозначно лучше, чем волна смерти, и мне, в принципе, очень-очень сильно нравится. Дальше идем. Что у нас еще появилось помимо нового режима, который стал уже основным? Идем дальше, ребят. С режимом PvP основным все понятно. Также у нас произошли изменения и в режиме кооп. Старички помнят, что раньше изначально кооп был без этажей, он был единственным, и количество этажей было не ограничено. В этом году у нас тоже ввели бесконечный этаж. Да, есть какие-то ограничения. Опять же, в этом бесконечном этаже у нас у мобов растет и здоровье, и броня. Соответственно, пока мы это все дело тыкаем и проходим. И вот на что это похоже максимально на волну смерти, которая была. Но с учетом того, что от волны смерти отказались, я думаю, скоро бесконечный этаж тоже будет переделываться. И будет больше похож на тот старый коопчик, который был. Пока что вы начинаете тыкаться, каждые 2 минуты у вас выходят боссы, таймер неограниченный, есть свой лидерборд, который достаточно такой вот близкий по времени, но это из-за того, что растет броня у монстров. И здесь можно получать за этот лидерборд награды. Если промотаем самый-самый верх, то награды у нас это эссенция, получается эмодик и рамка. По наградам пока что так. Я думаю, что в будущем тоже будут работать под наградами, потому что коопчик надо популяризировать. А чем его популяризировать, если не наградами? Мне коопчик нравится 50 на 50, потому что он слишком быстрый для бесконечного. Мой максимум в данном вот сезоне это 14 минут 40 секунд. И это слишком быстро, потому что я не успеваю раскачать колоду на максимум, потому что уже выходят максимально сильные мобы, и хотелось бы дольше в него поиграть. Из нового у нас также есть охота за осколками. Это новое событие, оно максимально похоже на фантома, но со своими нюансами и банами колод. Как раз таки можете посмотреть мое предыдущее видео на ютубчике. Как раз прошлое видео я записывал полностью про охоту за осколками, также поигрался в него. Кому будет интересно, можете посмотреть всю подробную информацию по этому режиму там.
Переходим к новым пешкам за этот год, ребята. И по пешкам у нас смотрите что. Первой пешкой был Бард, которая вышла в этом году, точнее за этот год. И это пешка Королевства Света, которая получилась достаточно интересной. В последнем обновлении на него вышло перерождение, на него вышли синергии. Пешка пользуется популярностью как на низкой прокачке, так и на высокой. Играет она там и на 7 уровне, допустим, и на моей прокачке на самой высокой тоже. В принципе, пешка неплохая, мне очень нравится, сам частенько ей поигрываю. И с учетом того, что есть синергии и перерождения, качать ее есть смысл всем. То есть, если у вас высокая прокачка, есть смысл играть им качать. И если низкая, он также хорошо, в принципе, смотрится. Следующая пешка за этот год, это у нас Древень. На моей памяти это, наверное, самая дорогая пешка, потому что это был такой самый, наверное, плохой период в экономике, когда все было очень непонятно и дорого. И мне эта пешка обошлась там в районе $1000, много кому тоже она так обошлась. Прикольная пешка, из особенностей максимальный ранг слияния 4. Получает за каждую форму новые способности, прикольный урон, прикольные таланты, урона, в принципе, базового достаточно, также за каждый ранг она получает все больше, больше, больше. Есть таланты, пока что нет перерождений и синергий. Даже так она хорошо играется. Единственный минус, за который я, наверное, агрюсь каждый раз на эту пешку, из-за того, что максимальный ранг слияния 4, если выходит Гроссмейстер, он, получается, может смержить ваши максимальные вот эти вот деревья. Также, если Бедлам переворачивает, он переворачивает 4 в единицу. Было бы логично терять все листья, но опять же, пешка со своими нюансами безумно сильная, на низкой прокачке сильная, на высокой прокачке тоже сильная, но до того момента, пока вас, в принципе, вот аркировочка на столе не произойдет. Поэтому качать, опять же, есть смысл как новичкам, так и сильным игрокам, но на свой страх и риск, потому что пешка такая рисковая, и если вдруг хотя бы одно древо вам перевернут, то это будет очень-очень больно и неприятно. Переходим дальше, и следующая пешка — это пешка поддержки. За этот год у нас было 2 пешки поддержки, и все они были супер крутыми. Изначально мне пешки поддержки не нравились, потому что всегда хотелось новую ДД, чтобы играть и раскрывать. Но Стрелок в корне поменял всю мету, и сейчас ни одна нормальная мета в игре не играет без Стрелка. Потому что вы можете перемещать пешки Стрелком, вы можете сейвиться от боссов этим самым Стрелком. Также этот Стрелок разрушает броню, за счет талантов замедляет, он дает ману, он может повысить скорость атаки, повысить крит-шанс, он может быть сам в плане ДД. Супер идеальная пешка, и количество брони, которое он режет на максимальном уровне, оно супер прикольное, особенно с учетом того, что у него есть таланты. Недавно там, относительно недавно у него был фикс, но, блин, даже после фикса это супер крутая пешка, за счет которой, даже если откинуть разрушение брони, вы можете уклониться от колдуна, вы можете уклониться там еще от чего-то. В принципе, все, что в вас летит, вы можете спасать, и за счет этого намного дольше жить, поэтому, блин, супер крутая пешка. И если человек планирует долго играть в эту игру, ему в любом случае пока такая мета, придется делать этого самого Стрелка. Идем дальше, и давайте сразу пропустим Феникса, который вышел до Кобальда, перейдем к Кобальду. Это последняя саб-пешка, которая просто нереально бустит урон, аналог статуи и волшебного меча. Статуя бустит скорость атаки, крит-шанс, волшебный меч бустит урон, крит-шанс, Кобальд бустит просто нереальное количество урона, намного больше, чем и статуя, и волшебный меч. Он почти не бустит крит-шанс, если вы посмотрите, то это всего 2% на 30 секунд, и то на 15 таланте. Но зато на 15 уровне, если вы его докачали, он бустит 400% урона за, получается, 100 руды. 4% по 100 это 400, и при желании можно дальше бустить, и урон супер решать, потому что у любой пешки в базе заложен крит-шанс, и рано или поздно она все равно кританет. Поэтому можно еще и стрелком подбустить крит-шанс, можно еще как-то по-другому, каким-то героем где-то. Поэтому урон — это самое важное, что сейчас есть в игре. И из-за того, что он невероятно сильно бустит урон, он опять же в мете. Колоды с волшебным мечом, колоды со статуей, при равной прокачке, если против вас играет Кобальд, Кобальд всегда выиграет, потому что
просто он перебьет по урону, и у него еще есть и таланты. Неплохие таланты, за счет которых можно абузить, очень быстро стакать. Из плюсов он стакает урон всему столу, и если у вас на столе будут происходить изменения, если бедлам будет крутить, если так что-то произойдет, у вас пешка, как только появится на столе, она уже будет под бустом. Он постоянный и не привязывается к пешке, он привязывается к вашему столу. Также можно подбустить за счет третьего правого таланта крит урон. И здесь тоже можно подбустить крит урон, но здесь больше уже заложено на меж. Супер крутая пешка, и опять же она вот точным счетом, как и стрелок. Планируете играть? По-любому как-нибудь нужно ее доставать. Фри-то-плей, не фри-то-плей, хотя бы 7, 9, 10 нужно делать. Она лучше, чем меч и лучше, чем статуя. Также Стрелок и Кобальт играют в связки, это две сабпешки, которые играют вместе, и за счет того, что они играют вместе, они показывают прям супер хороший результат. Последняя пешка за этот год — это Феникс. В принципе, сейчас на данный момент видео записывается до выхода новой пешки. У нас планируется еще одна новая пешка — Сумеречная Лучница. Как только я себе ее сделаю, я опять же запишу видео. Я посчитал проценты, которые она дает, это уже будет все в следующем видео. Можно будет разогнать интересный урон, но до ее выхода Феникс является топ-1 пешкой, потому что у него есть перерождение, у него есть синергии, и даже без перерождений и синергий Феникс находится как минимум в пантеоне. Сейчас я расскажу про Феникса, а потом уже расскажу, что такое пантеон и почему пешка, которая находится в нем, супер-мега имбовая. Смотрите, у Феникса неплохой базовый урон. У него хорошие бусты, и по описанию пешки за каждый стак мы получаем, точнее за каждую частицу, супер отличный урон. 1,75% до 500 частиц — это уже почти 1000% урона, а с учетом того, что очень хорошая база, приятная пешка, у нее хорошая базовая скорость атаки, плюс скорость атаки еще разгоняется вместе с уроном, и есть таланты. Есть очень удобные таланты. Хотите играть мерж колодой, пожалуйста, у вас есть правый. Хотите играть через утиля, как-то раскачивать, у вас есть левый. Есть очищение, есть талант на быструю раскачку и, в принципе, супер много урона, плюс повышение крит шанса. Крутая пешка, я себе ее сделал сразу, он у меня на 3 перерождениях. И играть максимально комфортно, особенно с учетом того, что есть Зевс. Не жалею, что я ее сделал, точнее, если бы я ее не сделал, я бы уже, наверное, пожалел. Потому что на моей прокачке это суперсильная мета, которая не оставляет шансов пока что никому. Опять же, только с легендарным героем. С легендарным героем это топ-1 пешка. На прокачке пониже там уже вариативность, и вот все те пешки, про которые я говорил до этого, они тоже очень хорошо себя показывают. Переходим к пантеону, ребят. Это тоже недавнее нововведение. Это прикольная штука, которая теперь некоторые событийные пешки делает сильными. То есть, если раньше событийные пешки как-то конкурировали с фри-то-плей пешками, то теперь, если пешка у вас событийная и она находится в пантеоне, она будет получать на 20% критического урона больше, то есть наносить. И это очень ощутимый буст. Поэтому сейчас здесь 6 пешек. Феникс, Древо, Бард, Джин, Сумеречная Лучница, которая выйдет, и Шапка. Феникс, Древо, Бард — это те пешки, которые вышли в этом году, про них я рассказал. И вот эти вот 3 пешки, Джин тоже, блин, суперсильная мета, всегда он был метой, я думаю, еще очень долго он будет оставаться метой, особенно с учетом того, что он получил тоже перерождение синергии. Шапка следующая на вылет и Сумеречная Лучница. Опять же, если здесь есть новички, и вы не знаете, что качать, лучше всегда вот сейчас появление пантеона ориентироваться на него. Здесь всегда будут самые сильные пешки и самая мета. Хотите прокачать пешку, посмотрели в пантеон, есть, хорошо, качайте. Если пешки там нет, то, скорее всего, это не то, что сейчас в мете, и качать не нужно. Даже если пешка из пантеона выйдет, она все равно будет достаточно сильной, но лучше, прежде чем что-то качать, все равно сюда посмотреть, потому что это супер важно. Переходим дальше, ребят, и теперь поговорим о том, как же качать сейчас максимально быстро себе пешки. Для ребят с донатом все просто. Покупайте сезонный пропуск, а дальше уже отталкивайтесь от того, насколько готовы потратить. Для фри-то-плей, ребят, тоже все максимально просто. Какой-то первый год игры я почти не донатил в игру и пылесосил полностью все события. События пылесосить выгодно, потому что в пропуске гонки за славой и вот этих вот остальных испытаний здесь есть в бесплатной ветке монеты, за которые можно будет насобирать, не покупая события, и купить себе событийную пешку, если я не ошибаюсь, за 3 полностью пройденных события. Также, если вы докупите это событие, вы получите еще больше, соответственно, и так далее, так далее. Это уже для ребят, которые тратят деньги. Если вы free-to-play, вам нужно играть абсолютно все и постоянно.
Смотрите, есть ли какие-то события есть, все, погнали играть. По-другому быстро никак не раскачаться. Запылесосили все события, купили аккуратненько событийную пешку, которая вам нужна. Потом посмотрели здесь вы просто тоже все чистите. Кстати, полезная фишка, за каждые 5 побед с купленным премиумом, который, вот это вот получается премиум усиление, у вас здесь появляется сундук. За 5 побед вы получаете 300 монет таверны, и если вы много играете в PvP и много выигрываете, можно обузить себе таверну героев, а в таверне очень неплохие награды, поэтому если кто-то не знал, пользуйтесь, это очень полезная фишка. Также, смотрите здесь, в магазине очень часто появляются леги, поэтому обновляйте, есть те, кто ленится, не обновляет либо за рекламу, либо просто. Ищите леги здесь. Если кто-то покупает архимагов, довольно частенько проходят акции на снижение кристаллов, поэтому старайтесь покупать по сниженным ценам. Ну и, в принципе, все вот примерно так и происходит. Раньше у нас была здесь книга тайн, теперь это звездная монета. Звездной монетой можно прокачивать пешки на любой уровень, поэтому тоже аккуратненько их копите и тратьте с умом. Чем выше получается пешка, тем лучше в нее вот засовывать. С 14 на 15 пешку стоит поднять за 20 монет, поэтому я вот коплю и потрачу ее именно на с 14 на 15 уровень новой пешки. Поэтому и вам рекомендую аккуратненько к этому всему относиться. По золотой монете все так же грустно, она бесполезная. Есть рунные ключи. Тоже отличный способ получать пешки, и за рунные ключи можно покупать сундук обжор, в котором можно достать либо магическую сферу, либо пешки и карты событий. Если вы накопили себе, получается, рунные ключи, если вы каким-то образом их накопили, когда вы фри-то-плей игрок, вы можете с шансом получить там событийную легу, и это тоже огромный плюс, поэтому тоже не забывайте про это. Также за этот год произошли изменения по синергиям, перерождениям. Если раньше такого не было, если ты раньше прокачиваешь пешку на 15 уровень и забываешь про все это, теперь у пешек есть синергии, за которые можно прокачивать за небесные осколки. Небесные осколки можно получать вот в этом магазине за жетоны, но я не рекомендую, потому что лучше прокачать героический предмет. Также небесные осколки можно получать вот в этом магазине за кубки, когда вы достигаете 7000 кубков. И также теперь есть события, где можно лутать эти небесные осколки, но для этого нужно заходить в топ. И довольно частенько проходят акции, вот, например, как сейчас, висят осколки за деньгу, которые тоже можно покупать. Потом вы переходите, копите фрагменты, и вот за эти вот небесные осколки, получается, возносите пешки на перерождение. Каждое перерождение дает 1% урона, и вот это вот вы тоже потом аккуратненько между собой слияете и получаете новые способности, за счет чего колода становится сильнее. Прикольное нововведение, но у меня быстро пока что не получается что-то открывать. Если мы посмотрим на мои пешки, то у меня на ведьме перерождение, призыватель есть, 3 перерождения и дополнительно 3 синергии у меня на фениксе, какой-то монах, кобальт 1, арлик, и все. И на этом все, хотя осколков я лутал много. Просто очень, наверное, дохрена ушло феникса, потому что для меня он был каким-то затратным. Поэтому тоже, если вы копите осколки, старайтесь заранее продумать, куда вы их будете вкладывать, потому что очень ценный сейчас ресурс. Идем дальше, ребят. Следующее изменение — это экспедиции. Экспедиции прикольные. Есть у нас, получается, 5 порталов. Каждый открывается за какое-то определенное количество кубков, куда мы можем отправить экспедицию, которая принесет нам сундук. Гарантированный, зависит, получается, от редкости экспедиции. И если мы добавим туда компас это новая валюта, то с шансом, точнее не с шансом, а мы получим легендарный сундук, откуда выпадет, получается, либо там фрагмент легендарного героя, либо вот это вот все на выбор. За все время, пока вот эта вот движуха есть, мне падали легендарные герои, мне падали эпик герои, шмотки, эссенция и рунные ключи. Ни разу я не видел вот этих вот, получается, эмодиков, не видел молотки и не видел жетона. Но компас реально стал востребованным, потому что как минимум 15 фрагментов Зевса я собрал, получается, просто засовывая сюда экспедиции и ничего не делая. Поэтому обязательно не ленитесь, засовывайте, фармите компасы, потому что отсюда можно залутать очень много всего, эссенций и других важных наименований, которые есть вот в этом самом сундуке. Молотки и героические жетоны. Это, блин, супер круто. Также в экспедициях у нас есть, закройся, магазин.
Называется «Лагерь наемников», и здесь у нас все прикольные предложения, как правило, со скидками. Есть предложение, которое обновляется каждый день, есть предложение, которое обновляется раз в неделю, и есть предложение, которое обновляется раз в сезон. Как правило, здесь будет легендарный герой по скидке, и вот я уже собрал себе сотого Зевса, поэтому, наверное, пока что я про это забуду. Есть у нас здесь эпики, и вот получается в первых 2 слотах у нас все за кристаллы. Поэтому можно подкапливать кристаллы и по скидкам забирать себе героев. Много кто об этом не знал, и это на самом деле очень полезная фича, которой стоит пользоваться. Кристаллы накопили, зашли, посмотрели, если есть нужный герой, за кристаллы забрали. Просто и, в принципе, супер выгодно. Друзья, каждый месяц у меня в телеграм-канале проходит розыгрыш, где я разыгрываю 2200 платины, и вся эта платина будет делиться между 10 победителями, которые, соответственно, выиграют. По условиям все просто. Первое, подписка на ТГ-канал. Второе, быть зафоловленным на мой Twitch. Опять же, переходите в телеграм, ссылка будет в описании. Нажимайте кнопку «Участвовать» и выполняйте все условия. Результаты будут подводиться автоматически, в Telegram будет поститься вся информация, и с победителями лично буду я связываться и начислять награду. Переходим дальше, ребят. И также у нас поменялся клановый турнир, теперь он максимально простой, у вас нет привязки по времени, вы просто играете. Когда стартует клановое событие, у вас вот в этих вкладках появляется просто такая же дополнительная с клановыми заданиями. Вы проверяете их, выполняете, после чего занимаете определенное место в клановом турнире и получаете сундук за первое место 1700 вот этих жетонов. 1700 жетонов мы спускаемся, и теперь у нас есть выбор. Либо мы за эти 1700 жетонов забираем легу, либо теперь, если легендарка вам не нужна, вы можете забрать сундук с фрагментами, которые стоят 150, сундук с пылью, сундук с ядрами и сундук с эссенцией. Это максимально крутое изменение, потому что не надо теперь просыпаться в 12 и стараться забрать первое место. Чем больше вы выполнили заданий, тем больше ваш клан залутал очков, а награды реально приемлемые, потому что здесь также есть еще небесные осколки, которые можно залутать. Как правило, я скупаю сразу небесные осколки и закупаюсь эссенцией. Но если есть те ребята, которым важны леги, вы можете также скупать леги. Если нужны шмотки, также можете скупать шмотки. Вот за это изменение просто огромный лайк, потому что теперь просто можно не париться и лутать награды за то, что ваш клан занимает какие-то хорошие места. И есть смысл занимать эти места. Также немножко затронем измерение драконов. Не особо востребованный режим, потому что он превратился в фармилку, которая затрагивает очень много времени, но теперь на 3-м этаже у нас за победу над самым главным боссом в этом измерении драконов дают также небесные осколки, плюс получается в каждом мире есть 2 микроэтажа, где мы можем забрать по одной сфере. Золото дают, в принципе, маловато, но я думаю, что стоит играть только ради 2 сфер и получается небесных осколков. Большего за этот режим сказать не могу, потому что довольно часто его пропускаю в силу того, что просто не хочется тратить свое время. Опять же, есть викинги, за которых можно проскипать это все, но как только закрою 3-й последний мир, я, наверное, опять же про него забуду и даже сферы забирать не буду, хотя это супер приятно, я просто не могу заставить себя в него играть. Последнее прикольное изменение — это фракция недели. Раньше фракция недели была одна, в принципе, никакого разнообразия она особо не вносила, потому что начиналось какое-нибудь там Королевство Света, дополнительные мобы замерз, и, в принципе, всем всегда было на это плевать. Теперь же, когда у нас стартует фракция недели, она стартует одновременно на 2 фракции, это уже больше разнообразия, и если вот посмотреть, сейчас, допустим, действует критическое благословение. Увеличивает шанс крит удара у пешек фракции на 6%, если это пешка урона, и еще на 0,5 за каждую данную фракции в колоде. Максовет лес, можно собрать колоду из 4 пешек и просто нереально забустить свой крит шанс. Также здесь есть ветки наград, если вы убиваете боссов пешками данной фракции, вы можете забрать микронаградки. Для, получается, free-to-play игроков это супер круто, потому что здесь и эпик-герои, и получается кристаллы, пыль, немножко ядер, золото, и такое будет каждую неделю, и 2 фракции. Соответственно, вы забираете всего 4 эпик-героя, 10 кристаллов, 50 пыли, 20 ядер и 1000 золота. Прикольное изменение, добавит больше разнообразия, и плохого ничего про это сказать не могу, потому что мне это нравится. Ну что ж, друзья, постарался максимально кратко рассказать про все изменения, которые произошли за этот год. Вроде бы ничего не забыл. По-хорошему, это видео растянуть бы часа на 4, чтобы все это показать наглядно, но опять же, тогда это будет просто нереально большое видео.
Все важные моменты я осветил. Опять же, ребят, если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте в комментариях, я буду отвечать на все вопросы. Появился вопрос, не понимаете, что есть что такое, допустим, перерождение, напишите, я вам отвечу, и вам все станет понятно. На этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем, кто пользуется кодом автора, огромное спасибо. Это максимальная поддержка, это мотивация делать для вас больше видео. Также, если у вас есть какие-то интересные другие темы для видео, предлагайте в комментариях, потому что сейчас, с учетом того, какое PvP, сложно придумать, какие колоды записывать, потому что в режиме фантом колоды должны быть максимально близкими, чтобы быстро друг друга не выиграть. Поэтому, если вы подкинете каких-то идей, я буду только благодарен. Что же, всем пока, всех обнял. Put my heart in your hands till it came back round.